Всем огромный привет! Сегодня приготовлю вместе с вами вяленое мясо в двух вариантах панировки. Мясо одно и то же, но благодаря разным специям имеет разный вкус. Такое мясо вялится хоть и долго, но готовить его совсем не сложно. И очень даже просто. Единственное время ожидания займет месяц. Но весь месяц мы ничего не делаем, а только ждем результат. А результат очень вкусный. Если покупать такой деликатес, это будет дорого. А мы приготовим в домашних условиях и даже без нитритной соли. Главное знать нюансы, о которых я постараюсь рассказать дальше в видео. Если интересно, оставайтесь со мной. Очень хорошо для завяливания подходит полинвица свиная, филейка или по-другому карбонат. Часто такое мясо мы используем для приготовления отбивных. Оптимальный вес куска мяса для завяливания, если без использования нитритной соли, это 1 кг. Это означает, что засолка будет длиться 3 дня и вымачивать будем 3 часа. Если кусок будет меньшего веса, тогда надо увеличивать время вымачивания. И сложно угадать по соли, какое оно в итоге получится. Если мясо больше 1 килограмма, тогда только вялим с добавлением нитритной соли. Есть риск, что большой кусок внутри не просолится. У меня полинвица весом 950 грамм, то есть почти 2 килограмма. Поэтому этот большой кусок я разрезаю вдоль пополам. У меня получается вот таких 2 прекрасных кусочка практически весом 1 килограмм. И оба куска прекрасно просолятся. Для того, чтобы засолить его, я беру стеклянную емкость для запекания. Можно брать обычный пластиковый контейнер. Использую обычную каменную соль, не йодированную. Вот обычная каменная соль, пакет соли нужен. Высыпаю на дно соли, распределяю ровным слоем и буду укладывать на слой соли вот эти куски мяса. Они как раз получаются по длине этой формы. И хорошо со всех сторон, так чтобы мясо друг с другом не соприкасалось, и со стенками, все бока, вверх, все хорошо засыпаю солью. Разравниваю ее так, чтобы мясо не соприкасалось друг с другом и со стенками посуды. Это главное условие. И мясо мне остается только вот так немножко разравниваю рукой соль, утрамбовываю и отправляю в холодильник засаливаться ровно на 3 суток. Накрываю пленкой, вот с боков нигде мясо не соприкасается с посудой, в которой мы засаливаем. Накрываю пленкой и отправляю в холодильник на 3 дня. Прошло 3 дня. Соль стала влажноватой. Теперь следующий этап, вот это так должно быть. Достаю мясо, хорошо промою его под проточной водой и укладываю в миску. Заливаю водой и вымачивать буду 3 часа. Ровно 3 часа. За это время я 3 раза поменяю воду. Вот мясо я уже вымочила, 3 раза сменила воду и обсушила бумажными полотенцами. Теперь будем готовить присыпку. Первый вариант присыпки с паприкой. Тут у меня чайная ложка горчицы, мускатный орех, острая красная паприка и черный перец по чайной ложке. Сюда же полная столовая ложка кориандра и полная столовая ложка с горкой паприки сладкой. Можно брать копченую паприку тоже. И буквально зубчиков 4-5 я раздавила чеснока. Сюда, к этой присыпке, я отправила 50 мл, это стопка спирта, обычный медицинский спирт. Распределяю ровным слоем по всему куску мяса. Вот и первый вариант присыпки. Вторая присыпка.
или обмазка, как ее назовете вы, не знаю. Значит, тут у меня укроп, зеленые семена вместе с веточками сушеные. Столовая ложка измельчила в ступке. Сюда же столовая ложка полная кориандра, измельчаю. Кориандр специально покупаю в зернах, так он имеет более насыщенный аромат, и непосредственно перед использованием измельчаю его в ступке. Теперь сюда же отправляю чайную ложку черного перца и чайную ложку острой паприки. И сюда же 2 столовых ложки тимьяна. Кто не знает, это обычный чабрец. Или же вместо тимьяна можно использовать петрушку, например, любые специи, которые у вас есть. Тархун или эстрагон по-другому еще называется. И как в первом и как во втором варианте к специям я добавляю 50 мл спирта. Это обязательно для того, чтобы обеззаразить вот эти все специи. Теперь все куски мяса я буду забинтовывать вот бинтом. Можно использовать марлю для этой цели, без разницы, мне просто так удобней. Забинтовала. Но единственное главное условие, что сверху должно быть не менее 5-6 слоев марли или бинта. Эти слои препятствуют тому, что сверху на мясе, которое у нас будет вялиться, не будет образовываться корка. Если марли или бинта будет мало, на куске мяса может образоваться корка, то есть закал по-другому называется. И эта корка будет препятствовать выходу влаги изнутри мяса. И мясо просто-напросто внутри не завялится и может испортиться. Поэтому марли и бинта не жалеем. Обматываю один кусок и другой точно таким же образом обмотаю и отправляем вялиться в подвешенном состоянии, обязательно в подвешенном состоянии. И тут еще одно важное условие – это температурный режим сушки. Максимально это 15 градусов, от 10, то есть до 15 градусов. Если это холодное время года, это хорошо делать, например, на балконе или в кладовке, в неотапливаемом помещении. Ну, в летнюю пору года это, конечно же, только холодильник. На дверце холодильника оно у меня провисело 30 дней. Получается, вот посмотрите, мясо вялилось 30 дней в дверце холодильника, обязательно в подвешенном состоянии, особенно первые 10 дней. Посмотрите, какое мясо на разрезе, блестящее, плотное внутри, очень красивое. Уверена, что такое мясо будет украшением прекрасным на любом праздничном столе. Конечно же, лучше всего его нарезать чем потоньше. Соли достаточно, оно не соленое, не пересоленное. Вот, посмотрите, какое оно прозрачное, красивое получается. Лучше всего такое мясо хранить в пергаментном кульке, но ни в коем случае, конечно же, не в целлофане. Надеюсь, что это видео было вам интересным. Если это так, не забывайте оставлять свои комментарии, подписываться на мой канал, кто не подписался. Не забывайте нажимать на колокольчик, если хотите быть в курсе моих новых интересных видео. Ну а чтобы не потерять этот рецепт, оставляйте свои лайки, тогда вы с легкостью это видео отыщете у себя в понравившихся видео. Ну а я с вами на этом прощаюсь. С вами была Виктория. Всем пока и всем до новых встреч.